Здравствуй, дорогой зритель! Поиграем сегодня в Shadow Empire, хотя я недавно писал в комментариях, что она внешне просто ужасно выглядит, и поэтому я в нее играть не хочу. Но я наткнулся здесь на описание, что прям она очень детальная, вся такая прям очень крутая, все отзывы про нее положительные, и мне стало любопытно, хотя, конечно, внешний вид отвратный в игре. Но я все равно ее купил на распродаже, потому что за 400 рублей нормально можно зайти посмотреть. Вот. И сейчас это будет первый взгляд, потому что научиться в нее играть очень непросто. У нее инструкция 250 страниц. Конечно, я не стану их просто так читать, чтобы сыграть одну партийку, чтобы записать первый взгляд. И для обзора тоже нужно сначала наиграться, разобраться, потом что-то показывать. Это все невозможно сделать в условиях моего ограниченного времени. Так что это мой обычный первый взгляд. Включил и буду сейчас тупить над кнопками, причем еще все на английском, то есть еще придется переводить тут как-то. Боюсь, тоже непростая речь еще будет какая-нибудь. Но, в общем, кому интересна конкретно эта игра, и кто готов терпеть первый взгляд в моем формате, поехали. Значит, новую игру стартуем. Размер, нормальный размер, да, выбираем планету, ну какой, что тут есть, сет, пустынная планета, это ледяная планета, это, можно ожидать всего угодно, ну короче, случайная какая-то планета создастся, видимо. Тут не совсем пустынная планета, чуть получше написано, здесь лава, тут планета похожая на Землю, медуза, жидкая вода и проливные дожди. Ну, типа какие-то джунгли, походу. И еще написано, что враждебные пришельцы. Ну, вернее, они не пришельцы, конечно, алиены, чужие. Чужие тут. Маленький каменный планетоид. Луна маленькая. Тут чего такое? Горы. Гористая планета, да? Тоже с алиенами. Так, а здесь планета, на которой не так. С большим количеством жидкой воды. И тоже дождей. Хорошие шансы найти здесь чужую жизнь. Так, ну ладно, давайте, наверное, возьмем Луну, чтобы поменьше все это было. Посмотрим. Ох ты ж, ё-моё. Исторический класс. Вообще, предыстория, вернее, как, история в игре какая? 10 тысяч звезд были объединены в одну какую-то там федерацию, не федерацию, потом наступили войны распада, и все вот эти 10 тысяч звезд отделились друг от друга, потеряли между собой связь, и нужно вот на одной из таких планет, потерянных от других, заново создать цивилизацию, что-то типа того. Так, значит, выберите специальное направление для своей истории, не выбирайте ничего, чтобы попасть в рандом. Во время колонизации эта планета получила только небольшое количество колонистов. В результате популяция, в общем-то, невысокая после вот этих войн распада. Это вот здесь, аутпост колонии. Чуть-чуть народа, да? Ой, давайте возьмем первый просто самый, да? Ваша планета. Хотя, ладно, давайте возьмем аутпост. Тут всего немного. Я надеюсь, чем меньше микроменеджмента, тем лучше. Погнали. Потому что все варианты изучать довольно долго будет. Понятно, что их много, они разные. Если уж я смогу свыкнуться с дизайном игры, то тогда, может быть, я буду читать эту инструкцию, разбираться как-нибудь и проходить ее, и тогда будем разные варианты смотреть. Но тут все оставляем. Зачем нам тут что-то менять? Скорость нормальная, количество игроков. Вот смотрите, можно вдвоем с друганом играть, например. По очереди. Круто. В Master of Orion так было. Я так играл в школе с друганом со своим. Так, детальная генерация, быстрая генерация. Ну, это стартовые условия, да? Сложность экстрим. Экстрим, конечно. Что размениваться все равно на старте ничего не получится. Ну так и ладно. Так, упрощенная логистика. Не будем ничего упрощать. Погнали. Блин, я, конечно, поражен, но неужели даже вот это вот нельзя было нарисовать как-то в full screen или хотя бы на центр сдвинуть эту рамку? Почему вот так-то все криво? Почему вот такие вот тут
крестики сворачивался стрёмные. Я понимаю, если там внутри игры еще сложно какие-то модельки юнитов, да, рисовать. Но опять же, можно купить уже готовые сеты, где хорошо все сделано, качественно. Но может быть это не просто, ладно. Как бы там генерация поверхности, может быть, как-то все это не просто нарисовать. Но опять же, да, там 5 клеток условно, у тебя вода, пустыня, гора, там чернозем какой-нибудь. Оно же все в гексах. Но вот тут-то что мешает сделать по-людски? На быстрой орбите крутится у нас, да, радиус 11 тысяч километров, а время оборота 36 часов. Температура минус 83 градуса, ёкаламэне. Куда ж мы попали там? Map size 37 на 13. Ну вот, маленькая карта, поэтому я думаю, что будет нам попроще на маленькой карте быстро посмотреть, развернуться. Так, ветер 4 метра в секунду. Геология. Пустынная планета без воды на поверхности. Есть атмосфера. Так, высочайшая гора 873 метра. Планета все еще геологически активна. Значит, вулканы, да, нас еще ожидают. Температура летом минус 96. А, в тропиках минус 69. Ну ладно, в тропиках получше. Минус 74 зимой. Однако, ну ладно, давайте. Расчет зоны заселения. Биосфера. Здесь нету жизни никакой. Она полностью безжизненна. Подождите, написано, эта планета не имеет атмосферы. Вроде в предыдущем было про атмосферу что-то. Токсичная угроза. Токсичная. Растительности нет. Такой мрачный мир у нас сейчас будет. Колонизация. Пикосум Ариана была колонизирована в году 7723. А это произошло 200... Так. И получала колонистов 265 лет. Долго, короче, она существовала у нас. Текущая популяция 0,8 миллиона, 800 тысяч человек. Уровень сельского хозяйства по нулям. Шахты 18%. Сервисные услуги 82%. 3 зоны каких-то, непонятно. Значит, в 7723 году майнинговые компании. Вот в этом сложность перевода прям сразу с листа и вот сразу. Я понимаю, что майнинговые компании, это которые руду добывают, да, как это будет говорить по-русски? Горнодобывающие компании проявили свой интерес к планете. В 1976 году колонисты по пути на другую планету потеряли свой UMC драйв и должны были высадиться здесь. В общем-то, при том, что они вообще-то должны были стать фермерами, да, не повезло им немножко. А в 869 году, через 90 лет, столица квадранта решила сделать здесь исправительное учреждение на этой планете. Так, и в 953 году, еще через 90 лет, идиллическая коммуна какая-то решила заселить эту планету. Они мечтали о простой изоляции, изолированной жизни. Так, у меня сейчас будут вылазить вот здесь всякие комментарии. Спасибо за комментарии, которые вы пишете к другим играм тоже, и к этой не забудьте написать. А эта игра OBS не захватывается как нормальная игра, поэтому приходится весь экран со всеми уведомлениями. Так. Значит, они мечтали об изоляции, об изолированной жизни, и почему-то про фермы они... Какие фермы, если нету растительности и минус такие? Хотя в тепличках можно, да? Так, апокалипсис наступил, да? Войны раскола достигли Пикосом Ариано в году 7988. Технологии пропали, откатились назад до варварского уровня за века коллапса и военных действий. О, смотрите, осталось 222 всего. 600 тысяч своего населения мы потеряли из 800 тысяч.
скавенджеры, это эти мусорщики, да, 39% мусорщики, 61% это эти рейдеры, фермеры по нулям, охотники по нулям, ну потому что никто тут не живет. Ну, ладно, в общем, понятно, что все плохо, я не хочу сейчас задерживаться тут, мне нужно просто понять вообще, стоит ли в это играть, смогу ли я в это играть, будете ли вы это смотреть, поэтому я пока не буду во все прям детали, и так понятно в общих чертах, что у нас фиговенькая планетка получилась, ну, как бы Луна она, да, поэтому ничего хорошего тут быть и не могло. Блин, ну какие же вы страшные, это же ужас. Ё-моё. Ну ладно. Измените имя режима. Gold Peak Federation. Да пусть называется Gold Peak Federation, без разницы. Президент. Зелененькие флажки. Вертикальный, да, горизонтальный, пофигам. Пусть так будет. Великие города были уничтожены во время войны раскола. Что-то напоминанием... Что-то там напоминание человеческой пропало где-то в этом самом, в пустошах. Люди прячутся, да, собирают мусор, сражаются, пытаются собрать что-то себе на жизни, пытаются выжить. Понятно. И вот, в общем, наша федерация возникла среди них и должна их всех объединить. Но вот уже какие-то решения на старте появились, поэтому тут придется... Значит, голод, да, и лаки, прорехи в пищепроизводстве. Это наш самый страшный враг. Есть нечего, производство фиговенькое. Есть немного еды, которая есть, да. Здесь немного еды, которой можно накормить людей. Как мы распорядимся, значит, этой едой, чтобы хватило на всех, да? Вот решение номер А. Расстреляем любого, кто будет протестовать. Голодные бунты кто будет устраивать, будем их расстреливать. Балдеть решение. Пообещаем технологический прорыв, чтобы дать им надежду. Ну вот видите, сила плюс 15, власть плюс 15. Так. Принесем в жертву старых, чтобы спасти молодых. Коммерция плюс 15. Вот так вот непростые решения на старте уже, да. Давайте пообещаем технологический прорыв пока что. Так. До того, как стабильность вернулась, были те, кто что-то делали лучше, чем другие. Эти люди стали богаче и сильнее. Так, ну что ж, молодцы. Раз они делали это лучше, чем другие, и разбогатели на этом. Значит, умные могут контролировать ключевые ресурсы. Это кулак, по-моему, да? Кулак плюс 15. На силу, видимо. Художники, которые работают... Которые много работают, да? Поставляют товары и услуги, в которых мы нуждаемся. Разум плюс 15. Мне пока эти параметры ни о чем не говорят. Никому. Люди, которые пытаются хапнуть больше богатства, чем другие, должны быть казнены. Вот так вот. Но зато смотрите варианты, да, какие разнообразные. Хотя, может быть, опять же, с каждым рестартом они будут разные, а может быть, те же самые. Так, ну ладно. Ну, кто умный, у кого хватило ума, тот пусть и владеет. Чё уж тут расстреливать-то не надо никого. Так, еще одно, да, решение. Надеюсь, это последнее. Мне не хотелось бы полчаса сидеть в решениях и залипать. Серия древних лидеров вела наших людей так, от голода до маленькой колонии выживших, да, маленького общества. Какая была главная цель наших лидеров? Значит, открыть потерянные знания и технологии. Меритократия плюс 15. Сильное ополчение, которое сможет защищать и захватывать. Автократия плюс 15. Счастье и качество жизни наших людей. Демократия плюс 15.
Так, ну, открыть старые знания надо, конечно, давайте. О, наконец-то игра началась, смотрите. Так, у нас нет потерь, никого не убили, у нас 3 decision и 56 отсчетов, ожидающих на первом ходу. Только первый ход, уже 56 отсчетов. О, все, я проиграл уже. Типа так, вы сделали неправильные 3 решения, поэтому вы вымерли. И все, и конец игры. Ладно, на самом деле нет. Первый президент похоронен, прах к праху, пыль к пыли. Значит, теперь вы возглавите федерацию нашу, чтобы привести ее к победе. Блин, ну вот это вот реально, вот эти картинки, фу, мне кажется, в 90-х такие были. Убогие модельки. Блин. Мне кажется, этот человек даже несколько непропорционален. Где тень от него? Почему он тень не отбрасывает? Да, это же жесть, конечно. И свет как-то тоже так падает. Блин, ну это, мне кажется, вот даже сейчас на любые курсы по 3D, вот у меня жена сейчас проходит курсы по 3D, они на втором уроке уже делают 3D модели, которые нормально рендерятся, нормально свет отбрасывают. Тут, смотрите, вот тут тьма какая-то, да, вот тут освещено как-то. Ну, ужас просто. Разработчикам игры нужно просто подписать какое-то соглашение с кучей, ну, курсов много же, да, по 3D, по геймдизайну, и за небольшие деньги брать работы студентов, которые только учатся. Уже будет лучше все нарисовано, чем вот так вот сделано. Я подозреваю, что там сильна часть программистов, которые вот эти все модели рассчитывают, да, задают и разрабатывают. Но дизайнера у них нет вообще, поэтому вот так все убого. Ладно, я отвлекся. Значит, вы президент Gold Peak, Золотой шпиль, да, это переводится, Федерации Золотого шпиля. Некоторые, значит, требуют внимания вашего, да, некоторые объекты, но не все. Вы можете передать что-то передать куда-то, не знаю, часть можно не делать. Да, ладно. Значит, Zeitgeist какой-то. Мы вошли во время бюрократии. Эффекты, которые вы будете получать, это экстрабюрократический бонус каждый ход. Текущая сила этого эффекта слабенькая, да, на 4. Получите 100 бюрократических бонусных очков. Будет расти до 100. Сейчас 4 вырастет до 100. За 11 ходов эффекты времени бюрократии наберут полную силу. Ну, круто, наверное. Такс. 4 судьбоносных решения у вас. Вы получили 4 судьбоносных решения. Блин, да, нету решения улучшить графику. Смотрите, тут вообще картинка какая-то пиксельная, да, здесь какие-то стрёмные морды. Вот тут более-менее картинка нарисована, да, маленькая, потому что как будто из этих самых, из бесплатного фотобанка надергали. Ужас просто. Значит, так, если вы используете правильные слова, каждый будет принимать то, что ваши цели, примет ваши цели. Пропаганда. Пропаганда помощи, понятно. Гладиаторы. Мы не боимся смерти, дайте нам биться каждый с каждым. Вы будете получать... Вот, кстати, я смотрю, 2 какая-то, да, тут 1. Что за значок? Какой-то ресурс, да, но фиг знает. Бесплатно, не так. Утечка радиации бесплатно, хотите? Это сколько стоит ресурсов, вот эти, да? Путешествующие учителя. Это великая цель распространения знаний. Да, но это будет стоить, это будет стоить, это будет стоить, а это бесплатно. Не трогай этот рычаг, написано. Эта древняя машина нестабильна. Получите 3 ФП. Что за 3 ФП? Так, мне надо... Ох, да, мне не обязательно было выбирать. Ой, я быстро кликнул и пропало.
И опять эти морды стрёмные, смотрите. Ужас какой-то. У всех такая прическа одинаковая. Лысыми лучше быть было. Хотя лысыми не лучше. Смотрите на вот этих обезьян. Этот вообще прям какой-то обезьяныш этот. Ох, ну и жесть, да? Блин, быстро кликнул, не увидел еще 3 вот этих стратегем. А, вот я вижу они, да? Да, вот здесь они. Вот они. И причем они здесь уже распределены по... Как это называется? По категориям, да? Цель мира. Закончить войну и... То есть, чтобы закончить войну какую-то, можно карту просто эту применить, и война закончится. Ё-моё, сколько же тут текстов. Напишите в комментариях, может, кто русский видел язык. Я потому что, на самом деле, пытался его найти перед покупкой. Потому что глянул, сколько всего. Думаю, ладно, русик, если есть, то можно покопошиться в этом. Будет во всем. Загуглил, нашел, думаю, ну ладно, есть и есть. Купил, скачал русик этот, запустил его, а он мне Яндекс.Браузер поставил вместо русификации игры. Уроды, блин. Так что я вообще не уверен, что есть русификатор, но я знаю, что есть перевод инструкции, той, которая на 250 страниц. Ладно, со стратегемами понятно, давайте посмотрим, что еще тут. Добро пожаловать. Так, значит, поздравляем вас на этой позиции, сэр. Возьмите... Take your time. Короче, у вас есть время, чтобы узнать веревки. Роуп — это веревка. Не забудьте проверить таб с решениями. Так, хорошо. Где таб с решениями? Мне как бы нравится вот эта вся детальность, да, все вот это. Но как оно нарисовано же, ёшкин кот. Не знаю, если игра поддерживает моды, да, на дизайн, то, может быть, дизайнера нанять, чтобы нарисовал по-человечески. Так, значит, наверху экрана Decision Tab. Decision Tab. А, вот, это, наверное, оно, да? Да, это оно. Речь нужно произнести. Люди... Так, значит, ждут ваших речей, потому что только вступил в правление, да, поэтому для большинства людей и лидеров Gold Peak Federation вы все еще неизвестны. Им нужно узнать, что вы планируете делать со своей новой властью, которую получили. Вопрос, который у каждого на губах. Что будет его сильной точкой, да, сильной позицией? Так. Каким лидером федерации вы хотите показать себя в своей речи? Ну, видите, как интересно, да? Речь надо прогнать какую-нибудь еще, кроме того, там, чтобы юнитами подвигать. Так. Сила, да, плюс 11. Твердый и... Мерсилис, я не знаю, что это значит. Ну, в общем, сильный правитель. Так. Жесткий правитель. Сильный, но... справедливый. Нормально, да? Расчетливый и логичный. Майнд плюс 14. Так. Нам не нужны бла-бла. Нам нужно как можно скорее открыть лазерные винтовки. Это вот сюда, да, относится. Так. Все можно сделать сбалансированно. Это будет стоить 1 ПП. Где наши ПП? Чтобы узнать, сколько у нас вообще ПП. Но судя по цене 1, видимо, ПП много у нас нету. Иначе бы оно стоило бы сильно больше. Так, Fate Points, очки судьбы. Вот, Political Points, ПП нашел. Ура. 1 ПП. У нас 11, да? Они все будут стоить по 11, но здесь мы получим какой-то бонусяку, да, а здесь просто получим сбалансированную без нифига. Я не знаю даже, у нас предвидятся враги какие-нибудь тут на нашей маленькой луне. Не предвидится. Ну давайте в науку пойдем. Так. Значит, вы произнесли свою речь про логику, да, вместо сантиментов, ко всем решениям. Ваше видение конца... в общем, эры насилия, да, всего прочего, в пустошах.
привели к энтузиазму среди рабочих. Рабочие рады. Кстати, да, тут же разные эти еще должны быть. И рабочие, и военные. Тут всего полно. Сейчас посмотрим, кстати, и все это. Майк Блэк, Black Waste, командир первого SHQ. Это стратегик, наверное, HQ, да, стратегического штаба. Плюс 3 очка получил за эту речь. Зена Нильсон, директор Supreme Command Console. Плюс 5 очков. И по профилю мы получили 14 очков. Тут же еще куча разных людей, а у них свои отношения с игроком. Если они расстроятся, они могут там отколоться, поднять бунт. Ну, то есть тут все прям здорово. Здорово так, прям детальненько. Кроме визуала, конечно. Визуал я прям валяюсь. Так, и второе решение, да. RL Faction. Какая-то фракция, да. Будет оценит, если вы согласитесь кандидата взять, короче, в свою службу кандидата от RL Faction. Почему бы и нет, да? Ага, Лига реформистов. Вот, RL это Лига реформистов. Они хотят реформы. Отказать или взять, да? Ну, давайте возьмем, почему нет? Так. Лига реформистов рада, что вы их приняли. Счастье этой лиги выросло на 4 очка. Zero Quint Dark доложил резервный пул и, в общем, он готов к наему. Тут, да, есть такая штука, как кадровый резерв, в который набираются всякие персонажи, и потом их можно назначать, всяких этих губернаторов, вот через вот как раз этот резерв пул. Хорошо. Все, решение мы закончили, да, свои. Можно еще юнита какого-нибудь запарить. Экономический консул, военный консул. Новая организация. У нас есть возможность, так, расширить нашу администрацию, добавив туда новую организацию. Какую организацию мы должны добавить? За 4 pp, да, это все. Можно никакую. Ваш кабинет полностью поддержит любое решение, которое вы примете. Ну, видите, пока кабинет еще на моей стороне, можно творить все, что угодно. Air Force Research. Foreign Affairs. Контакты с этими, внешняя политика, Foreign Affairs. Модель дизайн. Модель дизайн. Да, нам нужны дизайнеры срочно в эту игру. Так, никакую, да, никакую-то не надо. Экономику. 480. Это много или мало долларов? Секретная служба. Так, вот наука, да, военные исследования. Applied Science. Я не знаю, в чем разница. Так, ну, вернее, как, понятно, что это военные исследования, да, а это непонятно, какие исследования. Ладно, давайте экономику. Такс. Ну, в общем, приказ выполняется. Ура. Закрываем эту штуку и смотрим, что дальше нам этот нам говорит чувачок. Так, decision посмотрели. Move some units. Подвигайте некоторых юнитов и не волнуйтесь об этом. Нажмите конец хода, когда вы сделаете. Хорошо. Опасность в зоне. Опасность в зоне. Опасность на уровне 11 очков. В начале игры это, возможно, означает, что вражеские хексы-юниты слишком близко к нашему городу. Попытайтесь отбить все хексы, которые рядом с вашим городом находятся. Объявить войну сразу прям, да? Не это самое, не раздумывая. Ну вот, я вижу, там какая-то фигня, да, происходит? Все, так дрыгаешься-то. Смотрите, значит, оранжевый — это чужие границы, я так подозреваю, да? А вот это какая-то клеточка. Поехали посмотрим, да? 2 юнита, что ли, всего? Или нет? Нет, нифига не 2 юнита. Это целая армия. Вот этот юнит — это армия. И вот этот юнит. Так, ну смотрите, 600 бойцов тут, да? Давайте 600 бойцов отправим. Что-то они не могут туда пойти. Вот это что за нафиг квадратики? Кипидельта какая-то. И какая-то вода нарисована. Давайте туда выйдем. Воду свою будем защищать. Топай.
Все, есть, пришел. Так, ты давай туда. Тут, видите, и арта есть. Ну, и регуляры, да, байкеры. Ополченцы, байкеры и 200 еще каких-то. Давайте пошаримся вдоль границ. Вот это что за чундра, чучундра? А, вот написано, да? Непонятно. Так, ну вот с этим понятно. Вон какой-то городок, да? Давайте туда поедем. Вот это кто такой? А, это командир наш. Это наш командир. Все, командир, топай туда. Командир не может топать туда, да? Походу, да, он только сидит тут в городе. Ну ладно, пусть сидит. Так, а вот она наша федерация. Еще посмотрим, что хоть в игре-то есть. Чтобы... Руины. Руины. Кто-то приперся. А, вот и руины, наверное, это вот там, да? Где мы встали. 31.5. Зашибись, 31.5. А тут-то где увидеть координаты клеток? Я не хочу... Ой-ой-ой. Инспект. Разведка воздушная, постройка дороги, знаки для трафика, граница, зона границы. Нифигово тут. Посмотреть на ваш юнит. Покажи мне мой юнит просто. Нельзя, да, посмотреть. Ладно. Там что-то все пропало. Так, ну так и все-таки. 37.8. Вот там, это оно? Нет. То ли чужое, то ли не чужое. Нет, смотрите, да, какой-то флаг чужой. Контролируется другими этими самыми силами чужими. Зачем они так близко к нам подкрались? Мы здесь таких не любим. Так, давай-ка вон туда, вон езжай. Я тебя зря поставил вниз. Так, а уже нельзя двигаться. Нет, можно. Вот так надо нажать Move, а потом... Японский бог. А потом делать Move уже. Так. О, такой еще... Да все, хороший интерфейс еще такой тоже. И юнита не выберешь. По 100 кликов надо сделать, чтобы доехать до нужной точки. Так, все, окружаем их нафиг. Я не знаю, что они там пасутся. Мы вас не ждали сюда. Так, выйди из меню. Такс. Вот, кого-то мы нашли. Давайте смотреть, кого нашли. Они показывают, только юнита видно. Но, судя по значку, пехота, да, 3 пехоты, у нас 6 наших больше. Так, давай тоже возвращайся, наверное. А ты уже не можешь, да, так сильно. Ну, стой, ладно, там, фиг с тобой. Ладно, с боевыми действиями попозже будем разбираться. Значит, город наш. Голдпик, уровень города 1. Правитель, стабильность 3. Население 23 тысячи. На следующий уровень мы перейдем на 25. Деревня. Вот, уровень города деревня. Понятно. Население плюс 1200, да, прирост. Вот это что за рабочие, которые нужны, чтобы работать. Как это ни странно подписано тут. Так, зона администрации. Барбарики, блин. Это барбарики. У кого детей нет, вы не в курсе этого адства, которое называется детским творчеством. Вот есть такой коллектив детский, они называются барбарики, поют дурацкие детские песенки. Ребенок угорает, их слушает все время, блин, жесть просто. Культурная адаптация. Счастье. Так, счастье нашли, хорошо. 80, нормально, с счастьем пока. Счастье рабочих. А, все, вот так надо смотреть. Рабочие, счастье рабочих. Людишки, счастье людишек. Адаптация. Адаптация и трекпоинтс. Используется для транспортировки всего между зонами, SHQ и юнитами. 400 трекпоинтов. Так, это мы изучили свой городок, да? Что-то почему-то в руинах мы все равно живем. Странно. SHQ, вот он, первый. Майк наш. Black Waste. Это его лояльность, да? Тыкните больше, чтобы... Ну... Вау, смотрите, сколько тут всего на одного. персонажика. Ё-моё.
История его даже вся. Сравнить его можно с другими персонажиками. Так, как он развивается. Просто что творится. Не, конечно, интересно было бы разобраться и прям осознанно играть в эту игру. Но внешний вид. Господи. Так, войска. Войска. Мачина дверь выламывает. Action points. Но я так понимаю, что он не может ничего делать. Он просто стоит тут и все. Типа там губернатор города он или что-то типа того. А вот, кстати, смотрите, вот первый SHQ. Блин, производство амуниции. Так, у вас 170 металлов и 69 индустриальных очков. Доступно. А один боеприпас стоит 0,1 и 0,1. Понятно. Выберите, сколько вам произвести. Видите, еще для юнитов нужно все это, вот это дело строить, производить. Пока не хочу. Так, это SHQ умеет делать, ясно. А воинов нанять он может, да? У них немецкие каски почему-то нарисованы, смотрите. Блин, тут тенюшка вокруг этого значка. Тут какие-то белые выцветшие. Тут еще в третьем стиле нарисовано. Ё-моё, а? Ну как? Транспорт. Пулеметы. И баги, да? Чё почем? Хоккей с мячом. Ладно, наверное, нам пока хватит наших воинов. Посмотрим, что еще есть. Торговля. Прикупить, смотрите, ресов можно. Топливо, металлов, воды, еды. Редкоземельные элементы, радиоактивные машины и хай-тек части. Причем, видите, здесь это все можно прикупить. Ну вот оно. Хотя не все тут нарисовано. Калькулятор — это хай-тек части, понятно, да. Да, вот эти все ресурсы сбоку показаны. Не все у нас есть, но кое-что можно приобрести. Трансфер. Откуда куда? Between SHQ. У нас всего один SHQ, поэтому мы пока не можем этим заниматься. Но, в принципе, значит, можно логистикой здесь не можно, а нужно будет активно логистикой заниматься. Так, вот эту дорогу я бы все-таки заблокировал, и вот эту бы тоже заблокировал, потому что фиг его... Ой-ой-ой, фиг его знает кто-нибудь. Как карта-то двигается? Ведь оттуда может подъехать к нам, и оттуда может подъехать. Тут в руинах закопаться и сидеть, никого не пропускать. То я поперся куда-то, но я вон какие-то руины нашел, я вон туда сейчас залезу. Так, что еще? Ноузон не выбрано, да? Gold Peak вот сюда, наверное, да? Политические профили, социальный, психологический уровень технологий. Ох ты. Сколько же тут всего. Давайте вот тут лучше потыкаем. Изменить. Нет других SHQ, понятно. Не поменять. Новая формация. Так, пехота. Легкая пехота. Легкая пехота. Моторизованная. Новая SHQ. Вот, кстати, можно сделать. Воздушный штаб, да? Мульти-юнит. Это, в общем, армию. Создать армию, я так понимаю. То есть SHQ, я думал, это какой-то стратегический штаб. Это армия. Вот что это такое. Поэтому вот здесь мы и выбираем подразделение. Причем, видите, армия, корпус, бригада, качество и все вот это прочее. То есть я зря вот этих по разным кучкам разогнал. Это вот все одна структура, поэтому ее нужно держать кучкой. Ладно. Колонизация. Отправить колонистов. У вас нет колонистов, чтобы отправить. Рекрутов. Давайте отправим рекрутов куда-нибудь. 1700 рекрутов. Давайте 300 рекрутов. Идите. Вы отправили 300 рекрутов. Ну, и хорошо, да? И все. Новая зона. Так, администрирование юнитов. Вот. Вот как раз этот SHQ-1 наш, да? Причем странно как это сделано. Сверху от SHQ кнопки, которые он может делать, а тут его структура. Почему вместе было не собрать это в одну рамку как-то? Не знаю, не знаю. Такс. Апдейт.
не поменять никуда. Downgrade, распустить, переименовать. Ну, не обязательно. Пусть будет. Так, трансфер бригады, да, куда-то из одного в другое перекинуть. Понятно, новая боевая группа. Создать ее 2 pp стоит. Вы не можете, потому что ничего не выбрано. Ну, ладно. В общем, с этими посмотрели. Но это только первая вкладочка. Тут есть еще вторая вкладочка и третья вкладочка. Текс. Использование. Ну-ка. Ага. Вот наши очки логистики. 400, 200 сюда и 200 сюда. За счет мы до этих дорог дотягиваемся. Там где-то было в начале 400 очков этих. Вот они. Понятно, откуда они взялись. Так, использованное. Непонятно, да? 100%, 100%. Понятно. Что-то я навожу. Вот сюда появляется какая-то фигня. И причем, если нажать, она сразу пропадает. Не знаю. Так, значит, это с логистикой все связано. Стой, 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 куда ты спрятался? А здесь всякая разведка, производство дорог, движение юнитов. Это на движение все, это на логистику, это наши структуры. Кое-что посмотрели, да? Здесь все ресурсы. Ресурсы уже видели, как покупать. Профиль режима. Внизу уже был он. Вот он. Зачем 2 раза? Видимо, придется часто сюда лазить, раз вынесено в отдельную клетку. Так, и наше население 24 тысячи. Тоже с этим все ясно. Карта. Вся карта. Вот такая вот. О, смотрите. Подождите, это мы. Нет, это мы. Все, она по кругу крутится. Это все мы. Вот такого размера карта. Понятно. Так, ну верни меня обратно в игру. История. Значит, она будет на историческом логе показывать всем. Так, Видиком наш. О, стройка, смотрите. Производство. Однако, модели, лидеры. Слушайте, ну здесь еще много всего рассматривать надо. Мне уже время поджимает. Поэтому я остановлюсь на этом. Кое-что мы в игре посмотрели в этом первом взгляде. Всего дофига. Это должно быть интересно. Мы еще не посмотрели. Вот эти вот менюшки. Вот эти вот еще не все посмотрели. И вот эти еще не все посмотрели. Так что еще даже для того, чтобы первый взгляд сделать, сейчас времени, наверное, понадобится. Я, в принципе, готов еще тут покопошиться, потому что, посидев некоторое время, к этим стрёмным, к этому стрёмному визуалу можно привыкнуть, возможно. Поэтому, если наберется нормально просмотров на эту всю историю, то остальные менюшки я тоже все покажу, чтобы с игрой можно было как-то ознакомиться. Поэтому пишите комментарий, если интересна эта игра, поставьте лайк видео, если понравилось, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить продолжение первого взгляда вот на эту стратегию. Чрезвычайно детальную, чрезвычайно сложную, но, возможно, чрезвычайно интересную. Спасибо за просмотр и пока!